Перевал Дятлова. Мистификация века. Миф первый. 41-й квартал. Дело группы Дятлова уникально не по характеру преступления, а по масштабам его фальсификации, а потом и мистификации, с целью скрыть мотив и виновных этого преступления. Агате Кристи не удалось написать более запутанного и мистического детектива, чем это проделали мистификаторы в реальности. В цикле презентации я шаг за шагом буду развенчивать сложившиеся мифы. Будем идти в хронологическом порядке. В деле Дятлова есть ряд якорей мышления, которые засели глубоко в сознание, как незыблемые аксиомы. Веселые лесорубы 41-го квартала, прощание с Юдиным на втором северном, палатка на склоне. Существует и ряд мелких, но крепко въевшихся в память деталей, назову их кнехтами на шее. Машина, кинофильмы, Огнев, Борода, Дедушка Слава, Керн, Кедр, Корейка, следы столбиком. Мы займемся якорями, кнехты всплывут сами. Первые два якоря сформированы множеством фотографий туристов и их дневниками, воспоминаниями Юры Юдина. Третий якорь, палатка, закреплена в сознании свидетельскими показаниями и снимками поисковиков. Итак, якорь первый, 41-й квартал. Что мы знаем о 41-м квартале? Вот свидетельские показания, сведенные в одну таблицу. Все утверждают, что прибыли из Вежая на машине. Дневники едины относительно времени прибытия и длительности пребывания на 41-м. Прибыли в 16 часов 30 минут. Ночевали одну ночь. А вот показания свидетелей розница. Прибыли то ли 26, то ли 27 января. Ночевали одну или две ночи. Время прибытия однозначно вечером, но то ли в 5 часов, а это еще светло, то ли в 8 вечера, а это уже полная темень. Из огромной толпы лесорубов мы имеем показания лишь местных руководителей и подчиненного Возничего. Начальники в один голос твердят, уехали 28-го. Пораженный дедушка Слава умалчивает как о датах и времени, понимая, что начальство выкрутится, а ему светит пару лет за дачу ложных показаний. Ясно одно, нужно было убрать из истории туристов один день. Почему? Вскоре поймем это. Какой образ 41-го квартала сложился у нас из серии фото и дневников Зины, Люды, Юры? Там живут добрые, веселые, развитые люди. Иногда подворовывают, иногда бастуют, но в целом они положительные. Помогают студентам, а студенты ведут себя хорошо. Так хорошо, что могли и 2 дня забичевать на таком веселом квартале. 80% записей дневников о 41-м квартале посвящены 3 блокам, кинофильмам, Бороде, Огневу и Дедушке Славе. Во всех 3 дневниках совпадения, как под копирку. 3 фильма, так они коротали время. Борода – отличная привязка, как линк на веб-странице. Достаточно взглянуть на фото, где есть бородатый мужчина с коричневыми глазами, и вы воскликнете: так это ж на 41-м квартале, мы читали о нем в дневниках. А вот Дедушка Слава, в свои-то 56 лет. Благостный старик, как Дед Маза и Зайца. Такой не обидит и не соврет. Проблема 41-го обнаруживается на снимках туристов в этом поселке. Из дюжины фото несколько настораживают наше внимание. Рассмотрим эти снимки. На них я расставил важные акценты, которые позволят усомниться, что это снято на 41-м. Пока опишем, что видим. 2 длинных барака стоят друг за другом на краю поселка, по левому его краю. С 3 сторон они изолированы от других строений, так как дома по бокам и выше склона не просматриваются. По левую руку от бараков расположен неглубокий яр, видна высокая глиняная горка, поросшая деревьями, и такой же глиняный горб пониже. На снимке перекура 3 мужчин, замечаем не то восход, не то закат солнца. Солнце – отличный помощник в определении места и времени событий. На панорамном фото наблюдаем холмы в ближней зоне над лесом, и горы дальше на горизонте. Очевидно, это Уральский хребет. На панорамном фото отмечаем реку, весьма узкую вблизи ближайшего дома. Характерная деталь: на снимках 2 роскошные сосны. Они визитная карточка поселка. Детловеды выкладывали целую полукруговую диораму из этих снимков, демонстрируя, как происходила съемка. И никаких проблем здесь они не усматривали.
Если принимать череду фото так, как показано здесь, то на топокарте направление съемки должно быть таким. На северо-запад в случае вида на поселок. И на юго-запад в случае фото с Зиной. Основная проблема этих двух снимков – это появление нескольких объектов на панорамном снимке, которые должны были бы просматриваться и на фото Зины. Куда, по-вашему, сместился фотограф после снимка Зины, вправо или лево? Равно казалось влево, чтобы захватить дом и лозу. Но елочка между соснами сместилась к их центру, что говорит об обратном. Значит, криво сместился вправо и присел. С другой стороны, расстояние между соснами не уменьшилось. И в просвете между соснами появляются береза и осина, которых не было на фото с Зиной. Может, они за Зиной, но тогда угол съемки был бы очень острым по отношению к соснам, что привело бы к уменьшению расстояния между ними. Мы сталкиваемся с противоречием. Мы не видим на карте топосъемки 1958 год двух длинных параллельных бараков. Единственное похожее место – это 3 дома. Оно отмечено красной точкой. Однако, слева от точки нет яра или ручья, а справа просвет между бараками перекрывает дом. Горки слева от поселка тоже нет поблизости. Скалы, отмеченные в круге, находятся на берегу Лозьвы в полкилометре от поселка. Если снимать с красной точки в западном направлении панораму, то в кадр попадут дома, но они попадут тогда и на фото Зины. Можно снимать панораму с домами также в северо-восточном направлении, но там нет масштабных гор. Может, 2 изолированных барака собрали позже из старого бруса и поставили южнее 3 домов. Но почему на топокарту не внесли яр слева от них? Суммируем все проблемы снимков села 41-го квартала. 1. На карте 1958 год нет похожих изолированных бараков на краю поселка. 2. Чтобы получить панорамное фото, криво должен сместиться к соснам и повернуть объектив вправо. При таком движении расстояние между соснами сузилось бы, маленькая елочка не сместилась бы к центру сосен. Либо криво должен был сместиться вправо и присесть, тогда с елочкой все в порядке, но не в порядке с домами. Они были бы видны и на фото с Зиной. 3. На панорамном фото перед объективом появляется высокая кривая березка и осина, которых мы почему-то не видим на фото Зины. 4. По топокарте Лозьва возле 41-го имеет ширину 58 метров, а на панорамном фото в 2-3 раза уже. 5. На снимке перекур видим восходящее или закатное солнце. На 41-м это может быть исключительно закат, так как там дома ориентированы к северу лицом, но туристы готовы идти в поход, судя по бахилам на ногах. 6. При съемке Зины на 41-м направление съемки юго-западное, а в том направлении находятся самые высокие горы в округе Молебный камень. Их мы не видим. 7. Лес на снимке Зины неожиданно подрос при повороте камеры на панораму. 8. На топокарте 41-го квартала отсутствуют значимые ориентиры, горка метров 10-15 высотой, долина ручья или яр на краю поселка. Распутывание клубка противоречий начинается с открытия, что на самом деле у 41-го квартала имеется поселок-двойник. Он называется 55-й квартал. Эти поселки образовались на базе пикетных поворотных пунктов и Ивделилага. В этих местах Лозьва делает крутой разворот русла, что требовало подталкивания сплавляемого леса пиками. В 1959 году поселки были на балансе энерголескомбината, на них работали свободные лесорубы, заготавливая, в частности, мачтовый лес. Оба поселка находятся на левом берегу Лозьвы, однако 41-й смотрит на северо-запад, а 55-й на юг. Топология обоих поселков похожа, однако Лозьва возле 55-го квартала, точнее ее рукав, имеет в среднем ширину 20 метров из-за острова, прижатого к поселку. Топографическая съемка местности, которую мы рассматриваем на карте, производилась в 1958 году, то есть накануне событий. В этом ценность нашей карты. На 55-м поселке замечаем 2 огромных сдвоенных строения метров под 30, одно из них недостроено или не покрыто крышей. Левым своим крылом этот блок прилегает к долине ручья, пунктиром обозначен краем мыса, на котором он расположен. Горка на карте не обозначена, хотя длинный развал вдоль Лозьвы высотой 13 метров указан.
Но он значительно дальше. Наша горка может оказаться обвалом Яра, поэтому он не указан на карте как возвышенность. И еще. Если снимать панораму на запад, то в кадр обязательно попадут два дома, размещенных вдоль реки. На реке видим остров, а значит там будет сужение русла Лозы. С топографической картой разобрались. Теперь на спутниковой карте попробуйте догадаться, где находятся основные ориентиры с фотоснимков из 41-го квартала. Два барака, Яр, горка и две роскошные сосны. Все упомянутые ориентиры мы находим на восточном краю бывшего поселка 55-й квартал. Там имеется удобный мыс, чтобы поставить на нем бараки. Ширина мыса, измеренная программой «Планета Земля», составляет 35 метров, а длина барака, восстановленная по фото, примерно 30 метров. С восточного края мыса, это справа, находим Яр, на дне которого видим горб, круглый в плане. Горб – отличная привязка, чтобы разместить около него наши бараки, так как горб виден на снимке Перекур, а также на фото Зины. Горка воочию не наблюдается, но где-то севернее горба что-то проблескивает, напоминающее обвал Яра. С соснами пока труднее, так как деревьев на космоснимке много. Проверим наши догадки наложением топографической карты на спутниковую. Для уточнения местоположения сдвоенного объекта на топокарте, наложим топокарту на спутниковый снимок. Кроме более точного позиционирования, где же размещались эти бараки, мы также сможем произвести замеры через спутник. Замер бараков по спутниковой карте дает, что бараки около 30 метров в длину и перекрывают поперек мыс, ограниченный с двух сторон ярами. Ширина мыса по спутнику в точке бараков составляет 35 метров. Совпадение ориентиров на 55-м квартале со снимками существенное. Но тогда, как был получен в 55-м поселке этот панорамный снимок? Снимал ли криво запад или восток? Лоза мимо него должна течь налево, потому что поселок смотрит на юг, в отличие от 41-го. А на снимке видим высокие горы, а такие горы только на западе, поэтому стрелку течения нужно нарисовать именно так от гор. Ведь согласно карте Лоза возле 55-го приходит с запада. Но тогда на снимке она будет течь вправо относительно криво. Имеем противоречие. Может, криво снимал все же на 41-м квартале и на восток. Но там нет гор на горизонте. Мозг прямо выворачивается наизнанку от этих снимков и поселков. Мозг не нужно выворачивать наизнанку, если вывернуть наизнанку панорамный снимок поселка. Действительно, на всех ресурсах панорамный снимок хранится в инверсном состоянии, данный взят из Дятлов ПАС, пленка 1, и я думаю, что на негативе он тоже был в инверсном положении. Негатив, который исчез из фонда Дятлова, является главным вещдоком фальсификации пленок. Фальсификаторам нужно было 55-й выдать за 41-й, а в 41-м все происходит наоборот, поселок смотрит на север, Лоза течет с востока на запад. Поэтому нужно было перевернуть оригинальный снимок при пересъемке и монтаже имеющихся негативов. Поселки подменили, а лесорубы то остались на 55-м. Вот почему никого из них не допрашивали, а другие рабочие из 41-го скоропостижно уволились. Фокус с инверсией панорамного фото стал возможным, потому что топология поселков, ландшафт и обрисы гор на горизонте в обоих поселках подобны. Однако маленькие детали на других снимках выдают его перевернутость. И прежде всего, появившаяся из ниоткуда березка перед объективом криво разоблачает эти фокусы. По ряду общих признаков позиционируем точку фотосъемки панорамы. Криво стоял за спиной курильщиков и Зины на бугорке в точке, отмеченной красным цветом. Между кривой и соснами в поле зрения попали ряд маленьких елок и кривая березка, которые слабо, но различимы и на других фото.
Для подтверждения предположения, что за Зиной именно та березка, что и на переднем плане панорамного снимка, выделим изображение березки с фото Зины и после инверсии наложим на березку с панорамного фото. Кривизна березки помогает найти верный ракурс, который является еще одним фактором в позиционировании местоположения крива. Характерная ветка отклонена на 45 градусов от направления съемки, поэтому видна на обоих снимках слева. Криво, следовательно, находился правее березы на бугорке прямо за спиной Зины. Определение местоположения. Предположительное место съемки мы знаем. На краю мыса напротив глиняного горба в бывшем 55-м квартале. Уточнить его поможет ландшафт, горы и холмы в направлении панорамной съемки, а также направление снимка вдоль лоза. Особую помощь в измерении координат окажет объектив Industar 22 камеры крива. Его неизменный угол поля зрения в 46 градусов будет служить нам эталоном для перевода в метрическую меру. Юстировку местоположения фотографа проводим за счет углов поля зрения с других снимков. Определение времени. Там, где мы наблюдаем Солнце на снимке, мы сможем определить время и соответственно его азимут по углу склонения Солнца над горизонтом на дату 27 января 1959 года в уже установленной точке места, с учетом углов перекрытия окружающими холмами или лесом. Там, где Солнца на снимке нет в поле зрения, но есть от него тени и полутени, мы тоже сможем определить азимут Солнца, а значит и время. Сначала сделаем обрез гор в дальней зоне и обрез холмов в ближней. Центральная ось снимка, то есть направление объектива в момент съемки, поможет нам проложить главную линию направленности снимка на карте. Отметим также две базовые точки этого фото. Высшая точка гор слева и западина в очертании холмов справа. В дальнейшем эти точки помогут нам произвести привязку к местности. В ближней зоне обрез холмов создает две высоты, высота 201 и высота 234, которые отдалены от поселка всего на километр 2. Западина между холмами образована долиной Витим-Етии, притоки Лоза. Ее устье в полукилометре от 55-го поселка. Что касается гор, то их обрез сформирован двумя горными массивами. Чистопом, который в 15 километрах от поселка, и молебным камнем, который отстоит от него на 40-50 километров. Наша базовая точка оказывается образована сразу двумя вершинами молебного камня Эклочехли и Шерия. Посмотрите на ту же картину, только в объеме и из космоса. Не правда ли эти горы завораживают? Самая легкая из задач в определении времени фотоснимка, когда на нем есть Солнце. На снимке перекур Солнца восходящее, так как край мыса смотрит на юго-восток. 27 января 1959 года в поселке 55-й квартал географический восход Солнца был в 9 часов 36 минут. Это когда показалась бы верхушка Солнца. Азимут восхода 130 градусов. Но за счет перекрытия горизонта высотой 216. Реальный восход возле бараков наблюдали позже. Деревья, которые растут на берегу Лозвы, не являются значимой преградой по сравнению с холмом, из-за понижения рельефа местности к реке. Принимая в расчет высоту около 200 метров, и удаленность, около 800 метров, от рога высоты 216, вычисляем появление Солнца в той фазе, которую мы наблюдаем.
Оно произошло в 10 часов 22 минуты. При этом Солнце стало на азимут 140. Угол его склонения составил 3,2 градуса. На первый взгляд, на снегу не так и много следов. Но если отрегулировать контрастность, то увидим совершенно иную картину. Теперь видим не только следы крива, который прошел через прогалину в молодом ельнике от барака на обзорный бугорок. Но видим и следы многих зверушек, прошедших по свежему снегу, который надуло северо-западным ветром 26 января. Это запушенность елок и сосен снегом со сороны Зины, и полное отсутствие снега на стволах со стороны крива, еще одно доказательство перекрестной съемки этих двух снимков. Хотя фальсификаторы допускали и другой вариант, будто бы криво снимал панораму 26-го по приезду. А фото Зины сделали утром 27-го по свежему снегу. Собственно, 10 лет рассматривая эти фото, большинство исследователей так и думали. Но вернемся к следам на снегу. Один след имеет первостепенную важность для наших целей. Он обведен красным кружком. Этот след позволяет нам определить время, когда велась съемка. Потому что лучи света лишь скользнули по нему, почти не отражаясь. И мы зафиксировали величину угла скольжения, а по нему определили азимут Солнца. Азимут составил 143 градуса относительно севера. Криво нажал кнопку спуска фотоаппарата в 10 часов 35 минут. Теперь можем свести все наши находки в одну картину. Около 10 часов утра Зина стала фотографировать выход ребят из барака. Колеватов и двое лесорубов вышли покурить, и в 10 часов 22 минуты их запечатлел на фото неизвестный. Я думаю, это был криво, судя по стилю кадра, хотя этот кадр и размещен на другой пленке. Наконец, криво перебежал через прорезь за спиной курильщиков на обзорный бугорок, где в 10 часов 35 минут сделал свое историческое фото поселка. Все снимки сделаны утром 27 января 59 года на 55-м квартале. Хронология их такая. Указанное время может отличаться от реального в пределах 5 минут. Это результирующая схема нашего сегодняшнего исследования. Я взял космоснимок 55-го квартала и на базе всей полученной выше информации восстановил позиции всех участников на фотографиях, а также место фотографов. Хотя снимок Перекур размещается на пленке номер 5, а ее принадлежность не определена, стилистика все же Кривонищенко. Теперь мы понимаем, что фото с его аппарата могло оказаться на любой пленке, если они копировались и перемонтировались. Я показал на земплане бывшего поселка размещение бараков и домов, мыса, горки, холма в яру и сосен. Третий дом не попал в растр этого плана. Теперь мы можем ориентироваться в пространстве. Например, восход солнца, маленькое яйцо на схеме, азимут 140, наблюдался на снимке Перекур над верхушками деревьев у самой Лозы. Высота деревьев не выше холмов за 800 метров на юго-восток. На фото они немного выглядывают из-за деревьев на снимках Перекур и Зина. Как, впрочем, и сама Лоза. Теперь, сознанием дела, можем оценить работу топографов. На топокарте все дома вытянуты вдоль Лозы. На самом деле они сориентированы наискосок. Строители бараков ставили их поперек мысу, чтобы цоколь, а это пеньки, на которые кладут брус, не перекашивался от перепада высоты мыса. Мыс идет к Лозве наискосок с понижением в метров 5. Соответственно, зная точку фотографирования панорамы, мы в точности определили ориентацию домов на берегу. Они параллельны баракам. Кроме рельефа, такая ориентация домов может быть связана с превалирующими ветрами или с солнечной освещенностью помещений под вечер.
Примерный распорядок дня группы Дятлова на дату 27 января 1959 года был таким. 8 часов ровно. Активный подъем. С 8 утра до 9 утра. Умывание и сбор вещей. 9:00 – 9:30. Завтрак с лесорубами. С 9 часов утра 30 минут до 10 утра. Одевание в поход, завязывание бахил. 10 часов ровно. Вынос вещей на выход. С 10 утра до 10 часов утра 55 минут. Фотосессия у бараков. 10 часов 45 минут. Постановка на лыжи. С 10 часов утра 45 минут до 10 часов утра 55 минут. Поедание 2 буханок хлеба. 11 часов ровно. Старт первого дня похода на лыжах. Что же было дальше? Об этом в следующем выпуске. Думаю, зрителям было бы интересно посетить место событий и своими глазами убедиться в моей гипотезе. Увы, не у всех есть такая возможность. Поэтому мы посмотрим на 55-й поселок зорким глазом объектива спутника. На космоснимке из приложения «Планета Земля» я выделил 3 характерные объекта. Во-первых, это горка, которая возвышается за бараком на фото перекур. Края ее чуть осыпались, но высокие сосны, которые поросли на ее краю и гребне, заметны. Одна сосна стоит особняком как на фото, так и на космоснимке. Во-вторых, это тропа от барака, по которой криво перебежал на бугорок, где и сделал свой уникальный снимок поселка. Тропа и холм совсем не поросли лесом, и хорошо распознаются из космоса. Наконец, самый главный вопрос: живы ли те 2 красавицы-сосны? Успокою зрителей, они живы. Одна из сосен наклонилась под углом 10 градусов, и из космоса кажется, что они переплелись. Все на месте. Поэтому предлагаю блогерам провести следующую конференцию не на перевале, а на 55-м квартале. Выводы. Первое. По совокупности признаков мы установили, что фотосессия тургруппы Дятлова не могла происходить на 41-м, а была на 55-м квартале, который на 8 километров ниже по течению Лозы. Второе. Выехав из Вижая на машине 26 января 1959 года в 13 часов 10 минут и проехав 26 километров, группа почему-то остановилась на 55-м квартале, где и заночевала. Третье. Факт ночевки следует из того, что фотосессия происходила утром 27 января 1959 года между 10 и 11 часами. Четвертое. Пребывание группы на 55-м квартале скрывалось путем ложных и путанных показаний свидетелей. Тогда и до сих пор. Пятое. Так как в дневниках 55-й квартал не упоминается, а на пленках панорамный снимок представлен в инверсном виде, это говорит о масштабной фальсификации как дневников, так и пленок виновниками в преступлении. Шестое. Многие давно догадывались о фальсификации материалов дела, в том числе немногочисленных дневников туристов посредством их переписывания. Некоторые исследователи утверждали, что пленки редактировались и даже ретушировались. Тем не менее твердых доказательств подлога и фальсификации вещдоков не было. Сейчас они есть. Седьмое. Появление 55-го квартала на радаре Детловедения может привести к пересмотру многих версий. Восьмое. Главный вопрос, который появляется в месте села открытием 55-го квартала. Почему молчал Юдин? Итак, туристы встали рано, собрались, надели бахилы, вынесли рюкзаки из общежития и устроили фотосессию возле барака 55-го поселка. Это было, как мы установили по солнцу на фото, утром между 10 и 11 часом. Но куда подевалась машина? И куда туристы решили двигаться дальше своим ходом? На 41-й квартал или прямо на 2-й северный? До 41-го идти всего 8 километров. Маловато будет для одного дня похода. А до 2-го северного аж 30 километров. Многовато для первого дня. Рюкзаки-то ничего, тяжеленькие, как написала Зина. Где же будут ночевать студенты следующую ночь? Ответ дадут карты. Но не Таро. Надеюсь, я предоставил достаточно доказательств. Сначала странные остановки в разгар дня, а потом и ночевки туристов группы Дятлова на 55-м квартале. Причин на то могло быть много. И я предлагаю подумать над ними зрителей.
К счастью, моя гипотеза 55-го квартала проверяема. Достаточно выехать на его место. Тем, кто первым захочет сделать исторические фото, не из космоса, а прямо у сосен, привожу здесь основные координаты. С вами был Михаил Бутов.